Есть популярная теория. Звучит она так. Все великие цивилизации древности — пирамиды Гизы, Персеполь, Мохенджо-Даро — стоят ровно на одной линии, на 30 градусе северной широты. Не случайно. Намеренно. Мохенджо-Даро — один из древнейших городов на Земле, с канализацией, прямыми улицами и стандартизированными кирпичами. Его почти всегда ставят в один ряд с пирамидами Гизы. Говорят, та же широта, та же загадочная линия, та же невидимая рука, проведшая черту через 3 континента. Широта Мохенджо-Даро — 27 градусов 33 минуты. 30-я параллель — 30 градусов ровно. Разница — почти 300 километров. Это расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга. Мачу-Пикчу, который тоже всегда в этом списке, в южном полушарии, ничуть в стороне, на 4700 километров от 30-й параллели. Вся концепция рассыпается от одного взгляда на спутниковые координаты. Но вот что странно. Когда убираешь миф, вопрос не исчезает. Он становится острее. Почему именно там? Не на 28 градусе, не на 32-м. Там. И есть один факт про пирамиды и звезды, который я не нашел ни в одном популярном ролике на эту тему. Он делает все сказанное до него неважным. Представь, ты берешь обычную школьную карту мира и проводишь горизонтальную линию через Гизу. Линия бежит через Иран, касается Персеполя, разница в 7 километров. Дальше на восток, и вот уже Мохенджо-Даро, почти рядом, кажется. Потом Лхаса, потом через Тихий океан Мачу-Пикчу. Красиво, убедительно. Проблема не в координатах, проблема в карте. Проекция Меркатора — это способ развернуть шар на плоский лист бумаги. Она неизбежно растягивает расстояние в средних широтах. Если перенести те же самые точки на настоящий глобус, линия превращается в зигзаг с погрешностями в сотни и тысячи километров. Иллюзия единства исчезает. Это не заговор. Это геометрия. И вот доказательство от обратного. На шотландских Оркнейских островах, на 59 градусе северной широты, далеко за пределами любой магической линии, стоит поселение Скара-Брей. Построено около 3180 года до нашей эры, на 600 лет раньше Великой пирамиды. Подземные каменные дома, каменная мебель, работающая канализация. Цивилизация там, где по всем теориям ее не должно было быть. Значит, дело не в линии, дело в чем-то другом. Но вот что остается после разоблачения. Большинство великих цивилизаций действительно сосредоточены в одном поясе. Просто не потому, что их привлекала магическая черта, а потому что там росла пшеница. И вот здесь начинается то, о чем почти никто не говорит. Потому что это требует понять кое-что про климат 4000 лет назад. А это сложнее, чем рисовать линии на карте. Но намного интереснее. Версия, которую пересказывают большинство роликов, звучит примерно так. Древние мудрецы чувствовали места силы. Земля имеет внутреннюю кристаллическую сетку. В точках, где ее линии пересекаются, возникает особая энергия, и именно ее ощущали строители пирамид, жрецы Персеполя, монахи Тибета. Поэтому они выбирали эти места. Это красивая история, в нее хочется верить. В 1970-х советский исследователь Николай Гончаров вместе с коллегами опубликовал работу о такой сетке — кристалле Земли. Идею взяли в оборот, украсили, распространили. Проблема в том, что при проверке на реальном глобусе узлы этой сетки не совпадают с координатами объектов. Ни в одном случае без натяжки. И вот что характерно. Чем известнее памятник, тем сильнее авторы теории растягивают допустимую погрешность. Мачу-Пикчу не вписывается, значит, линия слегка изгибается. Мохенджо-Даро не вписывается, значит, допуск расширяется до 300 километров. У такой теории нет способа ошибиться, а теория, которая не может ошибиться, ничего не объясняет. Но вот что важно. Когда убираешь всю эту эзотерику,
У скептиков тоже не остается хорошего ответа на вопрос, а почему все-таки именно там, не чуть севернее, не чуть южнее. Ответ пришел в 2020 году из журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, и он обескураживает своей конкретностью. Группа ученых под руководством Чи Сюй математически доказала, на протяжении 6000 лет человеческие популяции были почти намертво привязаны к узкому климатическому коридору. Среднегодовая температура от 11 до 15 градусов Цельсия. Выше – слишком жарко для пшеницы. Ниже – урожай не тянет прокормить город. Это не культурный выбор, это биологический предел. Дикая однозернянка, прародитель всей нашей пшеницы, требовала именно этих условий. Зимние дожди, сухое теплое лето. Такое сочетание встречалось только в поясе между 20 и 45 градусами северной широты. Не потому, что там сила Земли, а потому, что там колос наливался зерном. Около 8000 лет назад Северная Африка выглядела иначе. Там, где сейчас Сахара, была зеленая саванна с озерами и реками. Охотники-собиратели жили в пространстве и изобилии. Им не нужно было строить города. Но примерно 5000 лет назад началось то, что палеоклиматологи называют событием 4,2 килогода. Резкое, продолжительное иссушение. Саванна умирала. Люди двигались туда, где еще была вода. К Нилу, к Тигру и Ефрату, к Инду. Их не тянуло к местам силы. Их туда гнала жажда. Большинство думает, что великие цивилизации возникли потому, что климат стал идеальным. Реальный механизм работает ровно наоборот. Когда людей много, а воды мало, возникает нужда в координации. Кто получает воду сегодня, кто завтра. Кто считает зерно, кто следит, когда разливается река. Из этой нужды выросла первая математика, первая письменность, первый государственный аппарат. Цивилизация – дитя засухи. Но засуха объясняет только одно – почему они оказались именно там. Она не объясняет, что они делали дальше. Потому что дальше они начали смотреть на небо. И то, что они там увидели, меняет все. В 1960-х египтолог Александр Бадави и астрофизик Виргиния Тримбл детально изучили шахты внутри пирамиды Хеопса. Узкие каналы, которые пронизывают каменную толщу и выходят наружу. Их долго считали вентиляционными. Это неверно. Они направлены с поразительной точностью на конкретные точки ночного неба 2560 года до нашей эры. Представь, ты стоишь у основания пирамиды ночью, не сегодня, а 4500 лет назад. Смотришь в северную шахту. В ее дальнем конце — звезда. Единственная, которая не движется. Все небо вращается вокруг нее. Это полюс мира. Ее звали Тубан. Земля — это волчок. Очень медленный. Ее ось описывает полный круг раз в 26 тысяч лет. Это называется прецессией. В 2787 году до нашей эры Тубан стоял максимально близко к истинному северному полюсу неба. Именно на него была наведена северная шахта. Именно на созвездии Ориона — южная. Строители знали, что делали. Они создавали точный навигационный инструмент — компас, откалиброванный под небо своей эпохи. Но волчок продолжал вращаться. Тубан ушел. Сегодня северная шахта пирамиды смотрит в пустоту. Пирамида не сломана. Она построена безупречно. Просто небо, для которого она строилась, больше не существует. Это не тайна без ответа. Это ответ, который больнее тайны. Есть привычный образ. Пирамиды — символ вечности. Все боится времени, но время боится пирамид. Так говорили арабы. Мы подхватили эту мысль, потому что хотим верить, что-то может быть нетленным. Но теперь ты знаешь другое. Самый точный инструмент, который когда-либо создавало человечество, смотрит в пустое место.
Не потому, что его бросили, а потому что Вселенная продолжала двигаться. И вот что это меняет. Не в учебниках, а в том, как смотришь на мир сейчас. В следующий раз, когда тебе скажут «это навсегда», «это незыблемо», «это фундамент», вспомни шахту, которая смотрит в пустоту. Не из-за чьей-то ошибки, а потому что звезда ушла. Цивилизации возникли не из-за мистической линии на карте. Их создала засуха и люди, которые не умерли, а придумали государство. Их ориентиры не магические, они астрономически точные. Просто небо с тех пор сдвинулось. Это не менее поразительно, чем кристалл Земли. Это просто правда. Мы начали с простого вопроса. Почему великие города стоят там, где стоят? За ним оказалась не тайная линия на карте. За ним засуха длиной в столетия, которая загнала людей в речные долины. Пшеница, которая выживала только в узком климатическом коридоре. И звезда, полюс чужого неба, на которую была наведена пирамида с точностью, недоступной большинству современных строительных инструментов. Ученые до сих пор спорят о том, каким именно методом строители Хеопса вывернули пирамиду по сторонам света, по ночным звездам или по солнечной тени в день равноденствия. 2 астронома, 2 метода, 2 расчета и разница в 80 лет хронологии Древнего Царства. Значит, карта еще не дочерчена. Напишите в комментариях одно слово. Что задело сильнее? То, как рождались цивилизации, или то, куда смотрит пирамида сейчас? А пока ученые ищут звезды, которые уже ушли, мы продолжим искать вместе с ними.